Здравствуйте, это программа про ремонт и я, Вероника Горчак. Они живут в большом двухэтажном доме дружной и шумной семьей. Две родные сестры вышли замуж за двоих родных братьев. Детей они родили в один день в канун Нового года, причем у одной из сестер родились двойняшки. Вам кажется, что я пересказываю сюжет телесериала? Действительно очень похоже. Тем не менее, речь идет о настоящей молдавской семье. И совсем скоро в их копилке удивительных фактов появится еще одна любопытная история о том, как программа про ремонт переделывала для них гостиную. Высоко поднимемся, кубок веселья, и жадно прильнем мы устами, как дорог душе светлый миг наслаждения, за милую выпьем его. Ловите счастье миг золотой, и ватяжка утрата промчится без возврата, а жизнью молодой. У кого еще есть такая мама? Альбина Брумару работает врачом, но очень любит искусство и увлекается пением. Две ее дочери, Виктория и Лилия, от мамы не отстают. Младшая дочь прекрасно играет на пианино, а старшая создает настоящие шедевры на гобеленах. Вышивать я начала, когда забеременела двойняшками. Сережин двоюродный брат, он вышивает, это его хобби. Мы часто бывали у него в гостях, и меня это так заразило. Мужчины здесь тоже с талантами, да еще какими! Виталик, он такой у нас кулинар, он любит готовить, и не просто готовить, он шедевры делает, он украшает, оформляет каждое свое блюдо. Девочкам на дни рождения он сам украшает тортики. Дочери Альбины давно выросли, вышли замуж и успели родить ей 4 прекрасных внучек. Все могли давно разделиться, разъехаться по своим отдельным уголкам, как это обычно бывает. Но наши герои придерживаются принципа «вместе веселее». Как мы уже отмечали, история этой семьи местами напоминает сюжет из кино или книг. У нас действительно необычная семья, потому что две мои дочери вышли замуж за 2 родных братьев. То есть Сережа и Виталик родные братья. Еще самое интересное, что и Лиля, и Вика родили в один день, то есть в один год, в один день, прямо на Новый год, 29 декабря 2010 года. Лиля родила двойняшек утром, и Вика родила вечером еще одну. То есть у нас в один день родились 3 девочки, мы их называем тройняшками. Вместе не только веселее, но и значительно проще. Семейные обязанности распределены, но если вдруг один член семьи занят, на подхвате всегда другой, готовый помочь. Один готовит, другой что-то чистит, другой что-то моет. В этой семье каждому есть чем гордиться. Но главная общая гордость и ценность – сама их большая дружная семья. Мы находимся в вашей комнате, вы только недавно сюда переехали, еще ничего не успели обустроить. Это и к лучшему, потому что мы в любом случае все переделали. Расскажите, какие функции будет выполнять эта комната в вашем доме? В первую очередь мы хотим, это помещение именно оборудовать как гостиную комнату, чтобы, во-первых, чтобы мы и сами могли своей большой семьей здесь собираться, во-вторых, принимать гостей. Потом мы очень часто собираемся, просматриваем видеозаписи с утренников, с каких-то с праздников, то есть такой и кинозала. Вика играет у нас на пианино, и часто музыкальные вечера, потому что детки поют песенки, стишки рассказывают. И мы здесь планируем и обедать, и уж и на кухне мы все не помещаемся. И поэтому, наверное, что-то для посуды, какие-то шкафы. Я вижу, у вас здесь есть печка, она функционирует, и вы наверняка хотели бы ее сохранить. Она очень хорошо работает, эта печка, то есть обогревается этот зал, и на 2-м этаже тоже у нас есть спальня, то есть она именно функционирует. Хотелось бы оставить, чтобы именно обогревалась, но может быть в другом стиле. Какой интерьер вам бы понравился в этой комнате? Какие стили вы предпочитаете? Нет, не хочется что-то такого космического, металлического, а именно классический, модерн. Да, чтобы уютно и нарядно.
Выносим всю старую мебель и удаляем со стены пола отделку. Теперь можно приступать к основной части ремонта. Начали мы с пола. Для его выравнивания используем наливной пол. Это специальная самовыравнивающаяся смесь. Она стойка к воздействию воды, но при этом паропроницаема и в целом экологична. А кроме того, она очень экономична. Переходим к отделке стен. В качестве первого слоя используем грунтовку на основе кварцевого песка. Она незаменима в случаях, когда исходная поверхность очень плохо впитывает. Далее для выравнивания стен используем штукатурку на основе гипса с армирующими волокнами. Она позволяет обойтись без применения армирующей сетки. Стабильно на вертикальных поверхностях, может накладываться слоем любой толщины, а отделанная ею поверхность очень долговечна. В завершение покрываем стены универсальной грунтовкой и красим их. В этом проекте мы не только заменим старые окна на новые, более современные, но и полностью изменим их концепцию и функциональность. Вместо стандартных окон мы устанавливаем здесь большие окна в пол, которые будут выполнять также и функцию дверей. Для этого нам пришлось скорректировать форму оконного проема. Окна произведены с использованием немецкого профиля, изготовленного по высшим экологическим стандартам без использования свинца. Устанавливаем новую дверь. Это двустворчатая модель в современном стиле со стеклянными элементами. Когда дверь смонтирована, устанавливаем гладкие наличники по проходному принципу, то есть центральный горизонтальный элемент под 90 градусов относительно двух вертикалей. Старую печь, которая была в доме наших героев, мы полностью демонтировали. На ее месте появится современный, стильный и гораздо более эффективный камин. Теплоизолируем нишу камина при помощи специализированной высокотемпературной минеральной ваты. Плотный слой фольги выступает отражателем. Таким образом, полезное тепло будет попадать в помещение, а не в стены. Швы плит проклеиваются алюминиевой лентой, чтобы исключить попадание частиц волокна в воздух. Было решено углубить топку на 20 сантиметров. Основной функциональной частью камина станет топка европейского производителя «Каминок». По проекту камин должен быть пристенным, поэтому мы выбрали модель Simple Prism призматической формы. Она обеспечит максимально широкий угол обзора живого огня. Топки «Каминок» обладают большим КПД и тепловой мощностью. Внутренняя отделка данной модели комбинированная – чугун и вермикулит. Закончив функциональную часть, необходимо произвести пробный розжиг, дабы убедиться в правильной работе камина и герметичности всех соединений дымохода. Дымоход в доме уже присутствовал. На втором этаже он попадает в кирпичную печь, обогревая ее дымом.
Благодаря особенностям фирменной футировки, внутренняя поверхность даже после продолжительной эксплуатации останется светлой, самоочищаясь от сажи и гари. Камин с большим очагом очень удобен в эксплуатации и выглядит достойно. Однако в данном проекте стояла задача сделать камин не слишком габаритным снаружи, но функциональным. Возводим каркас из металлопрофиля. Камин будет облицован натуральным мрамором толщиной 2 см, поэтому учитываем все необходимые отступы. На этом этап монтажа функциональной части закончен. Далее следует декоративная отделка. Потолок в гостиной наших героев будет комбинированный, окаймляет его гипсокартонная конструкция, а центральную часть займет натяжной потолок. По периметру крепим алюминиевые направляющие. Разворачиваем ПВХ-полотно и фиксируем его в углах комнаты. Затем нагреваем полотно тепловой пушкой и заправляем края в профиль. Устанавливаем ламинат. Под ламинат стелим специальную подложку из натуральной древесины толщиной 5 мм. Это полностью экологичный материал, который исключает появление аллергических реакций, не издает неприятных запахов и может применяться в любых помещениях. Используем немецкий продукт, который дает полный эффект натурального дерева. Эффект достигается благодаря высокому качеству материалов, а также синхронизированному текстурному рисунку. Согласно замыслу дизайнера, ламинат мы укладываем по диагонали. Толщина ламината 8 мм. Цвет дуб стирлинг медиум с глянцевой структурой. И на вид, и по ощущению во время ходьбы по нему босиком создается впечатление, что у вас под ногами благородная, естественная, теплая древесина. Штробим отверстие для кондиционера. И проводим коммуникации. Сам кондиционер будет установлен позже. Ну а теперь пришло время нашей постоянной рубрики про здоровье и красоту. Здравствуйте! Мы находимся в Центре здоровья и красоты «Эпицентр Импульс». Добрый день, Лилия! Сегодня мы проведем замечательную процедуру. Это шоковая терапия с криолиполизом. С вами поработает наш врач-косметолог Наталья Грати. Вы готовы? Идемте получать удовольствие.
нашей героини сделали процедуру по коррекции фигуры, очень приятную и эффективную Pro-Shock Eyes. Это аппарат, который совмещает в себе две важные и очень мощные функции. Это ударно-волновая терапия, а также криолиполиз, в данном случае мы использовали. Вообще ударная волна, она используется не только в косметологии, а также и в медицине для коррекции не только жировых отложений, а также для пяточных шпор или удаления камней из почек. Данная процедура предназначена для коррекции фигуры, силуэта, а также жировых отложений, а также борьбы с целлюлитом разного типа и разных стадий. Для достижения эффективного результата Pro-Shock Eyes делается несколько раз, то есть с курсом. 1-2 процедуры в неделю. Для полноценного результата всего нужно сделать 10-15 процедур. Первый этап переделки в комнате наших героев завершен, и мы можем подвести ее итоги. Начнем с пола. Для получения идеально ровной горизонтальной поверхности мы использовали наливные полы, то есть специальную самовыравнивающуюся смесь. Такая смесь очень проста в применении. С ее помощью идеально выровнять пол может даже новичок строительного дела. Мужчины, возьмите на заметку. И если захотите произвести на кого-нибудь впечатление опытного мастера, не имея при этом особых навыков, наливные полы – это то, что надо. На уже выровненный пол была постелена специальная экологичная подложка, которая на 100% состоит из натуральной древесины. Сверху на нее был установлен ламинат. Способ его укладки необычный вдоль комнаты, а по диагонали. Такой способ укладки требует несколько большего количества ламината, чем обычно, но зато дает важные преимущества. Во-первых, благодаря этому интерьер смотрится необычно, интересно. А во-вторых, уложенный по диагонали ламинат делает комнату более просторной и объемной. Ну, конечно, такой способ имеет смысл применять лишь в том случае, если вы планируете оставлять довольно большие участки пола незакрытыми, не застеленными ковром и не заставленными мебелью, чтобы можно было любоваться получившейся красотой. Стены у нас, как вы видите, получились идеально ровными, гладкими. В данном интерьере акцент будет сделан не на них, поэтому они и получились вот такими вот скромными, минималистичными. Но это только с виду. На самом деле тут, как в известной шутке, для того, чтобы макияж получился натуральным, потребуется несколько часов и пару килограммов косметики. Так и здесь. Прежде всего мы покрыли стену грунтовкой на основе кварцевого песка. Она сделала поверхность, образно выражаясь, цепкой. Затем выровняли стены с помощью штукатурки, которая содержит армирующие волокна. Благодаря этим волокнам поверхность получается пластичной и стойкой к трещинам. После этого мы покрыли стены универсальной грунтовкой и лишь затем выкрасили. Вот такой вот слоеный пирог. Окна в комнате наших героев полностью преобразились и превратились в большие стеклянные двери. Таким образом, мы выполнили просьбу наших героев, которые очень хотели иметь из этой комнаты прямой выход на улицу, где они планируют сделать летнюю террасу. Большие окна в пол не только выполняют функцию дверей, но также зрительно расширяют пространство, делают его более легким, впуская в комнату больше света и воздуха. В данном окне у нас используется немецкий профиль нового поколения и лучшая австрийская фурнитура. Внутрь вставлен стеклопакет толщиной 32 мм с наружным свето- и теплоотражающим стеклом. Кроме того, у этих окон очень высокие показатели энергосбережения. Зимой с ними тепло, а летом, наоборот, прохладно. А декоративная раскладка внутри стеклопакета добавляет нашим окнам индивидуальности. Появился в этой комнате и натяжной потолок. По периметру потолка мы сделали гипсокартонную конструкцию, создающую эффект обрамления, поэтому ПВХ-полотно было натянуто лишь по центру потолка. Сочетание фактур получилось очень интересное, стильное. Кстати, те, кто думает, что натяжные потолки – это какое-то совсем новое изобретение, ошибаются. На самом деле подобные конструкции использовались еще в Древнем Риме. Там потолки декорировали тканью. А в средневековой Армении использовали материю, пропитанную мелом, которую натягивали на специальный каркас. А современные натяжные потолки из ПВХ-полотна появились в 60-х годах 20 века, и с тех пор их популярность только растет. Дверь в этой комнате теперь двустворчатая, выполненная в современном стиле. Цвет облицовки – белое дерево. Украшают эту дверь 6 витрин из стекла, обложенные декоративным штапиком. Фурнитура двери, петли и ручка цвета хром. Дизайн этой двери перекликается с дизайном двух других появившихся в этом интерьере дверей окон и поддерживает общий стиль помещения. А здесь у нас будет камин, одна из главных изюминок нового интерьера комнаты.
Он у нас пока еще вот в таком сыром виде, но зато мы успели установить самое главное – топку и провести все коммуникации. Топка работает на дровах и способна обогревать помещение площадью до 450 кубических метров. То есть она легко справится с обогревом большого двухэтажного дома наших героев. Топка представляет собой двухстенную конструкцию из чугуна и стали. Двойные стенки обеспечивают ее безопасность и надежную работу даже в экстремальных условиях эксплуатации. Впрочем, будем надеяться, что до экстрима у наших героев не дойдет. Камин оборудован тепловым кожухом, который позволяет максимально на 100% использовать вырабатываемое тепло и направлять его по назначению. Дверцы из керамической стали открываются фронтально. А еще здесь есть система самоочистки, благодаря которой эти дверцы очень долго будут оставаться чистыми. Приступаем к следующему этапу нашей переделки. Окна декорируем в классическом стиле тюлью и шторами. На потолок в нишу устанавливается карниз. На него мы и повесим наши шторы. Тюль изготовлена из воздушного легкого шифона цвета айвори. Полотно штор из бельгийской ткани выполнено в мелкой фактуре серого цвета. Длина у штор максимальная, до самого пола. Это зрительно делает комнату выше и придает текстильному декору роскошный вид. Теперь, когда все грязные работы в этой комнате завершены, можно начать облицовку камина. Мы решили его декорировать натуральным итальянским мрамором Bianco Perlino. У всех каминных топок данного производителя есть конвекционный кожух для консолидации тепла и распределения его в нужном направлении. Камины из мрамора всегда индивидуальны, так как каждая мраморная плита имеет свой неповторимый рисунок и оттенок, который дополняют всевозможные прожилки и вкрапления. Работы по обработке и установке мрамора считаются одними из самых сложных и являются настоящим искусством, потому что требуют не только затраты сил, но и серьезного мастерства. К тому же все эти работы производятся вручную. Также из мрамора Bianco Perlino изготовлены подоконники, которые мы устанавливаем в основании дверей окон.
Таким образом, у нас получился конвекционный камин с внутренней зеркальной отделкой. Для кондиционера мы ранее уже проштробили отверстие и провели коммуникации. Теперь можно приступать к монтажу самого аппарата. Сначала устанавливаем наружный блок на внешнюю стену дома. Специальное антикоррозионное покрытие этого блока защитит его от осадков, перепадов температур и прочих агрессивных воздействий среды. Затем монтируем внутренний блок, компактный, с лаконичным дизайном. Этот кондиционер обладает всеми современными функциями и относится к классу энергоэффективности А. Далее устанавливаем в комнате корпусную мебель. В комнате будет два больших шкафа во всю стену. Один из них в зоне отдыха, а второй в обеденной или столовой зоне. Шкафы по конструкции совершенно одинаковые. Изготовлены они из сдвоенной ДСП, что создает эффект массивности и солидности. Разница лишь в том, что ниша в одном из шкафов будет занята телевизором, а в другом – аквариумом. По краям шкафа идут полки, декорированные зеркальными вставками. Устанавливаем в гостиной диван. Это модель СПА, стильный, современный европейский угловой диван с эффектными формами. Подходит для гостиной или холла. Просторный, удобный и достаточно универсальный для того, чтобы оказаться на своем месте в любом интерьере. Продуманная эргономика и разнообразие модулей позволяют рационально использовать пространство, а также позволяют сделать более комфортной транспортировку и установку. На пол стелим пушистый ковер модели Shaggy Pup. Высота его ворса 5 см. Плотность 3 кг 600 граммов на квадратный метр. Ворс ковра из полипропиленовой и полиэстеровой нити. Основа из джута. Одной из главных особенностей джута является его высокая прочность, а также высокая сопротивляемость влаге. Ковры из джута не намокают в условиях высокой влажности и не деформируются. Кроме того, джут является очень чистым с точки зрения экологии. Розетки и выключатели у нас белого цвета, выполнены в лаконичном современном дизайне. Соответствуют европейским стандартам безопасности. Дальше в рубрике от нашего генерального партнера компании Prime Capital вы узнаете, что такое чековая книжка и как она может помочь в ремонте и обустройстве дома. Pentru a obține un carnet de achiziții, este nevoie să parcurgi doar 3 pași. Apelează la compania Prime Capital și obții imediat decizia preliminară de acordare a creditului. Vino cu certificatul de salariu și buletinul, semnează contractul și primește creditul timp de o zi. Procură marfa necesară de la partenerii Prime Capital. Ia un credit mai bun pentru reparații și amenajare de la Prime Capital. Carnet
Carnetul de achiziții de la Prime Capital îți oferă posibilitatea de a procura în credit materiale de construcție, electrocasnice, mobilier și accesorii de la partenerii companiei și să obții o reducere de până la 20%. Carnetul de achiziții este un credit fără gaj până la $7.000 SUA pe un termen de până la 3 ani. Cumpărăturile le puteți face pe durata unui an, iar dobânda se achită din momentul primei achiziții și doar de la suma procurărilor efectuate. Умение идти к поставленной цели, не отвлекаясь, очень важно, но также важно иногда вовремя остановиться и убедиться, что идешь по правильному пути. Вот и мы сейчас немного приостановим наш ремонт и посмотрим, все ли идет так, как мы планировали. Кстати, на ваших экранах телевизоров вы сейчас видите номер телефона. В течение всей передачи вы можете позвонить по нему и заказать любой предмет мебели, декора или техники, который был показан в нашей программе. На полу появился мягкий пушистый ковер Shaggy Pup. Основа ковра из джута, а его ворс произведен из полипропиленовой и полиэстеровой нити. Нить полиэстера имеет добротный блеск, как у натурального шелка, что придает ковру особенный шарм. Еще одна деталь этого ковра заслуживает отдельного внимания. Дело в том, что в каждой нити несколько тональностей цвета. Именно поэтому ковер переливается и меняет тон в зависимости от угла обзора. В комнате появилась корпусная мебель. Справа от двери в зоне отдыха и слева в столовой зоне. Это два одинаковых по конструкции шкафа, однако здесь у нас эту нишу займет телевизор, а на противоположной стене аквариум. Полки по краю шкафа декорированы зеркальными вставками. Это зрительно расширяет пространство и создает в комнате игру света. Полочки могут служить витринами для фотографий, дипломов, памятных вещиц, которых в этой большой семье наверняка наберется немало. И корпус, и фасады шкафов изготовлены из ДСП графитового цвета. Это очень благородный и респектабельный цвет, который гармонирует с другими деталями интерьера. Если вы как раз сейчас тоже задумываетесь о приобретении новой мебели и вам понравились показанные нами шкафы, можете позвонить по номеру телефона на экране. Там вам помогут с выбором и заказом. В этом шкафу есть и маленький секрет. За дверцей скрывается кондиционер. В случае необходимости использования кондиционера дверцу можно открыть, а когда им не пользуются, закрыть. Такой прием позволяет сохранить общую стилистику интерьера, не отвлекая внимания на функциональные детали. Сам кондиционер у нас типа зима-лето. Это современная модель, обладающая всеми стандартными функциями и множеством дополнительных. Например, функцией интеллектуального управления в режиме авто. То есть он может изменять режим работы в зависимости от изменения температуры в помещении. Есть у данной модели и турборежим, возможность включения или выключения одним нажатием кнопки максимальной скорости вентилятора для интенсивного охлаждения или нагрева воздуха в помещении. Важный момент – экологичность. Кондиционер работает на озонобезопасном, высокоэффективном фреоне. Одним из главных символов домашнего уюта, комфорта и релаксации является, конечно же, диван. Для семьи Брумару мы выбрали большую угловую модель спа, чтобы всем хватило места. Этот диван фантастически комфортный, пухлый и мягкий. Элементы спинки, сиденья принимают форму тела, разгружают спину и позволяют расслабиться. Наши герои не планируют в этой комнате спать, а потому мы выбрали модель без механизма раскладывания. Ножки у дивана деревянные, продолговатой массивной формы. Приобретая такое изделие и увидев его у себя в гостиной, вы точно обнаружите, что в самом деле это лучшее место у вас в доме. Если не для работы, то для отдыха уж точно. Появился в комнате и текстиль. В этом проекте мы отказались от новомодных решений. Гораздо более к месту в таком интерьере оказались традиционные тюль и шторы. Когда конструкция предельно проста, акцент остается на самом текстиле. Тюль изготовлена из воздушного легкого шифона цвета айвори. Полотно штор из бельгийской ткани, выполненной в мелкой фактуре серого цвета. Занавески легко зашториваются на потолочном карнизе, установленном в нише. Длина у штор макси до самого пола, что зрительно делает комнату выше. Текстиль располагается в зоне рядом с камином, что придает интерьеру больше тепла и уюта. Напоминаем, что заказать такие шторы или другой товар, показанный в передаче, вы можете по телефону на экране. Камин наконец-то предстал перед нами во всей своей красоте. Его отделали светлым итальянским мрамором.
Время стремительно проносится, забрасывая нас новыми технологиями. Тем удивительнее неприходящее желание людей проводить время у камина, вопреки всевозможным изобретениям. Волшебная сила мрамора заключается в том, что он может стать украшением интерьера в любом стиле. Это натуральный камень, который обладает всеми присущими природе качествами, высокой экологичностью, разнообразием, натуральной красотой. Он обладает пористостью и способен дышать. Это создает в помещении благоприятный микроклимат. Конечно, еще один важный плюс – долговечность. Первые признаки возрастных изменений этого камня появляются только через 100-150 лет. При правильном уходе мрамор послужит и нынешним хозяевам, и их будущим наследникам в течение многих столетий. Мрамор установлен компанией Indelit. Это одна из немногих компаний, которая знает все тонкости поведения натурального камня. Фантазия дизайнера плюс ювелирная работа мастеров Indelit, и на свет появилась настоящая жемчужина из итальянского мрамора Bianco Perlino. Заказать такой или другой подобный камин вы можете по телефону, указанному на экране. В гипсокартонный короб монтируем 9 ледовых спотов, очень экономичных и энергоэффективных. В зонах над столом и над диваном вешаем 2 люстры, у каждой из которых по 3 рожка. В центре комнаты устанавливаем стильный торшер. Его выключатель находится на полу, включить его можно, слегка наступив ногой. Такое распределение освещения поможет максимально эффективно осветить комнату и в то же время дополнительно усилить эффект зонирования. Устанавливаем в нишу шкафа большой аквариум, который станет живым и очень ярким акцентом в этом интерьере. Внутрь устанавливается все необходимое для поддержания комфортной жизнедеятельности рыбок оборудование. Декорируем аквариум декоративной галькой и искусственными водорослями. Главное при проектировании аквариума – рассчитать объем и тяжесть воды и выбрать правильную толщину стекла. У нас стекло имеет толщину 8 мм. Сверху аквариум закрывается крышкой из пластика, обтянутого темной фактурной пленкой, соответствующей общему декору комнаты. Поскольку наши герои новички в деле ухода за аквариумом, выбираем для них неприхотливые породы рыбок. Запускаем в аквариум рыбок. Центром столовой зоны станет обеденный стол длиной 1,60 м на одной устойчивой ноге. Изготовлен он из сдвоенной ДСП благородного цвета венги. Из такого же материала изготовлены и небольшие столики в зоне отдыха. Они разного размера, но похожей П-образной формы. Благодаря этому столики можно вставлять один в другой по типу матрешки, экономя тем самым место в то время, когда столы не используются.
Когда же они понадобятся, их можно вытащить и по-разному компоновать в зависимости от случая и нужд семьи. Стену будут украшать одна большая картина размером 1,50 м на 1 метр и 6 картин поменьше. Рамы для них используются пластиковые импортного производства, очень легкие и практичные. Изображения ламинированные, то есть покрыты тонким слоем специальной пленки, которая защитит его от загрязнений и механических воздействий. Вокруг стола мы поместим устойчивые и надежные кресла. Это кресла модели Tokyo, предназначенные для отдыха в положении сидя на каждый день. Для изготовления каркаса таких кресел используется натуральная древесина хвойных пород. Внутреннее наполнение кресла – высокоэластичный пенополиуретан, ватин и синтепон. Для изготовления подушки используется синтепон и пенополиуретановая крошка. Комната наших героев уже практически готова ко встрече со своими хозяевами. Давайте посмотрим, какие еще этапы работ мы успели провести. Функцию освещения в этой комнате выполняют 9 энергоэффективных ледовых спотов, которые встроены в гипсокартонный короб. Споты изготовлены из белого матового стекла. Они очень экономичны, каждый из них потребляет лишь 4 ватта электроэнергии, а света дает в 10 раз больше, как стандартная 40-ваттная лампочка. В столовой зоне и зоне отдыха мы установили 2 трехрожковые люстры. Они крепятся на основе из МДФ с металлическими хромированными вставками. Стильные плафоны из матового стекла, что поддерживает общую стилистику осветительных элементов в помещении. Каждый рожок можно отдельно регулировать по высоте, меняя форму люстры. В центре комнаты мы поставили стильный современный торшер в минималистичном дизайне. Его основание полностью хромированное, абажур из светлой ткани. Важная особенность конструкции – держатель плафона изогнут и вращается вокруг своей оси. Движется и верхняя часть трубы с плафоном. Таким образом мы можем направлять свет торшера в ту зону, в которой он в данный момент нужнее. В большой и столь разновозрастной семье, как у наших героев, довольно сложно угодить каждому. Потребности-то разные. Именно поэтому в зоне отдыха мы решили поставить 4 разных по размеру столика. Их можно использовать самыми разнообразными способами. Например, сдвигать вместе для каких-то общесемейных занятий, просмотра фотографий или настольных игр. Или наоборот, разместить по разным углам. Тогда на одном столике можно поставить напитки и закуску, на другой бросить газету или журнал, на третьем дети могут разложить свои игрушки, а на 4-й кто-то может присесть. В общем, для каждого найдется удобное местечко и свой уютный уголок. А это большой обеденный стол, за ним помещаются минимум 6 человек одновременно. Он очень добротный, основательный, настоящий символ крепкой благополучной семьи, который будет объединять вокруг себя всех ее членов от мала до велика. И маленькие столики, и большой обеденный изготовлены из ламинированной плиты цвета венге с богатой фактурой натурального дерева. Это материал австрийского производства. Столы получились надежными и долговечными, так как собраны на немецких стяжных механизмах компании Hettich. Все столы разработаны, произведены по индивидуальному заказу и смонтированы компанией Neva Design Furniture. Но каким бы роскошным ни был обеденный стол, то насколько удобно будут чувствовать себя за ним наши герои в большой степени зависит еще и от удобства стульев. А мы решили, что самый удобный стул – это кресло. Поэтому выбрали для обеденной зоны 6 надежных, мягких и очень комфортных кресел модели Tokyo. Для изготовления их каркаса используется натуральная древесина хвойных пород. Ножки кресла сделаны из дуба, выкрашены и покрыты лаком. Ткань отливает различными оттенками и поэтому придает особый уют. Подчеркивают дизайн кресла плавные криволинейные формы в сочетании со строгими ножками. Эти кресла отлично подойдут для обеденной зоны, заменив стулья. Еще одна интересная и, безусловно, притягивающая взгляд деталь декора этой комнаты – большой аквариум. Хотя это, конечно, не просто деталь декора, а целый отдельный мир, уголок природы. Красота аквариума живая, это не скульптура или картина, там все динамично, все меняется. Плюсы аквариума можно перечислять долго. Он благотворно влияет на психику, успокаивает, помогает сосредоточиться. Невозможно переоценить и пользу аквариума для современных детей, проводящих много времени у компьютера или телевизора.
Именно аквариум позволяет наиболее простым и эффективным способом дать отдых глазам, снять напряжение, переключиться на режим расслабления. Взрослым же он помогает расслабиться после трудового дня. При этом аквариум еще и увлажняет воздух. Рыбы, в отличие от других животных, не вызывают аллергии и не требуют постоянного присутствия хозяина. А для тех, кто прислушивается к восточной философии фэн-шуй, аквариум – это еще и символ изобилия, притягивающий в дом богатство и множество положительной энергии. На стену мы повесили большую светлую картину и 6 картин поменьше. Выполнены они в монохромных оттенках. Изображения на картинах символизируют восточную мудрость и спокойное созерцательное отношение к жизни. Это поддерживает также восточную тему стихий, присутствующую в данном интерьере. Камин – стихия огня, аквариум – стихия воды. Рамки пластиковые, лаконичные, очень легкие. Это особенно важно для картины большого размера. Благодаря тому, что изображения ламинированные, они не бликуют и не загрязняются. Любимое семейное пианино также заняло свое место в обновленном интерьере. Оно нисколько не выбивается из общего дизайна, а наоборот будет служить винтажным акцентом. Вообще не стоит бояться старых вещей в новом интерьере. Наоборот, они делают его индивидуальным, только вашим, таким, как ни у кого больше. Сейчас это настолько модно, что дизайнеры даже иногда идут на хитрость, нарочно состаривая вещь и придумывая ей какую-нибудь интересную историю. Нам этого делать не пришлось. Пианино действительно старое, семейное и прекрасно вписывается в наш интерьер. Теперь нам осталось добавить в эту комнату лишь некоторые детали декора, и она будет готова ко встрече со своими хозяевами. Продолжаем декорирование интерьера комнаты семьи Брумару. Вот мы и подошли к финалу нашей переделки. Полупустая и необжитая комната превратилась в многофункциональную уютную гостиную, в которой, мы надеемся, будет комфортно всем 3 поколениям этой дружной семьи. Кстати, они уже ждут за дверью. Не будем их томить и скорее пригласим сюда. Проходите. Добро пожаловать домой. Добрый день. Спасибо. Здравствуйте. 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 Вы нас ждали, мы пришли. Рассказывайте, как проходило ожидание. Долго тянулось время? Для меня нет, потому что работа, внучки, время шло своим чередом. Не в полном составе, потому что старшая дочка с семьей и муж уехали на отдых, но вот старшая дочка
услышала эмблему вашей передачи и просила передать с большой благодарностью от всех нас. И вот эти все подарки и цветы, конечно, Большое спасибо. самой Очень красиво. красивой ведущей и самой хорошей команде про ремонта. Скажите, вы помните ваши пожелания, которые вы высказали нам в начале передачи? Хотела вот именно парадной гостиной, как в Петродворце, и уюта в том числе. Я не буду вас больше мучить, давайте скорее пойдем и посмотрим, что у нас получилось. Красота! Это да! Много ожидали, но чтобы вот так вот. Натуральный вот. Да, это настоящий камин. Его можно разжигать, Конечно, нужно. дрова. Обязательно. Виталий, камин, как вы мечтали. Камин выложен мрамором. Внутри он изолирован специальной теплоизоляцией. За счет нее мрамор не нагревается, он останется холодным, что безопасно для детей. Стекло тоже слишком сильно не нагревается, поэтому можете не переживать за ваших малышей. У камина функция конвекции. Забор воздуха происходит снизу, он забирает холодный воздух, а подача, выход теплого воздуха происходит сверху через вот эти отверстия специальные, выходы, через специальные выходы. Это обеспечивает здоровый микроклимат в комнате. И обогревается и эта комната, и комната, которая рядом. А подоконники тоже из белого мрамора, итальянского, такого же, как на камине. Добротные, долговечные. Натуральный природный материал с неповторимым рисунком. Кино смотреть. Прямо в прямом эфире мы смотрим вашу передачу. Стол красивый. Пол. Пол какой интересный. Я первый раз вот так вижу, чтобы какая-то по диагонали. Я обратила внимание, что вместо окон теперь двери. Теперь Классно. можно сразу жарить шашлыки и приходить тут и кушать. Так мы сегодня и сделаем. Так мы, да, Вечером. мы сегодня так и сделаем. Шторы минималистичные, но это такая очень благородная ткань, индийская, переливается различными оттенками. Какой интересный из двух. То есть можно тут сесть, Вот для детей И как чай. раз столик. Можно и вместе соединять, можно использовать по разным углам комнаты, расставить. Как вам удобно. Живой механизм.
Конструктор. Теперь пришло время подарков. Этот подарок от нашего партнера сети магазинов «Золушка». Берите, пользуйтесь на здоровье. Большое спасибо, мы всегда пользуемся продукцией магазинов «Золушка» большим удовольствием. Теперь у вас комната новая, нужно поддерживать чистоту, чтобы все оставалось таким же красивым. Спасибо большое. Также мы вручаем вам подарочные карты на общую сумму 500 леев. На эту сумму вы можете приобретать любые товары в сети магазинов «Золушка», все, что вам необходимо. Спасибо большое. Еще один сюрприз от генерального партнера нашей программы, финансовой компании Prime Capital. Компания вам дарит пакет документов с уже одобренным кредитом на сумму $1000. С помощью этого кредита вы можете приобрести строительные материалы, мебель, бытовую технику, в общем, все, что поможет вам и дальше обновлять ваш дом и делать его лучше. Пожалуйста. Так. Спасибо, мы Да. вас благодарим и, конечно, продолжим ремонт. Также компания Prime Capital приглашает вас посетить ее офис, чтобы подробнее узнать условия кредита и возможности кредитования. Кроме того, компания Prime Capital дарит вам сертификат на 1000 леев для оплаты процентов по кредиту, если вы решите его взять. То есть уже на 1000 лей меньше процентов вам придется платить. Пожалуйста, это вам. Мы благодарим судьбу, что она нам дала вот этот шанс вытянуть счастливый билет, а вы помогли воплотить все в реальность. ProRemont совершенно бесплатно предлагает карточку ProRemont Club, которая позволит вам покупать продукцию партнеров нашей программы со скидкой до 20%. Заказать карточку можно на нашем сайте proremont.md. На этом же сайте вы можете подать заявку для участия в нашей передаче, а также узнать много полезной информации о строительстве и обустройстве дома. На этом я с вами прощаюсь. Следите за нашими дальнейшими выпусками. С вами была Вероника Горчак. До новых встреч!